Здравствуйте, дорогие тельцы! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш астрологический прогноз на апрель 2025 года. Интересный очень месяц будет. Две планеты разворачиваются. Это Меркурий и Венера, и будут в своем прямом движении. А это возможность заработка, возможность с кем-то встретиться и что-то обсудить, о чем-то договориться. Снимаю для вас видео, выходит солнышко. На мой взгляд, это очень хороший знак, поэтому скорее, дорогие мои, наливайте вкусный чай или кофе. Подписывайтесь на канал и обязательно не забывайте писать комментарии, потому что благодаря вашим комментариям видео продвигается. Мы начинаем. 7 апреля планета Меркурий разворачивается и идет свое прямое движение. Весь март практически. Она была, эта планета ретроградной, и 7 апреля она разворачивается. И здесь даются возможности с кем-то о чем-то договориться, с кем-то встретиться. Она будет в вашем 11-м доме гороскопа. 11-й дом – это дом единомышленников, людей, с которыми вы вместе делаете какое-то дело. Может быть, вы вместе учитесь с кем-то, или у вас свой бизнес, и вы работаете в какой-то команде. И вот здесь у вас появится возможность выйти на какие-то договоренности, что-то обсудить. То, что вы не могли, допустим, решить в марте, после 7 апреля у вас получится. Какие-то документы будете подписывать, потому что Меркурий символизирует у нас документы. Какие-то новости будете получать со стороны единомышленников, людей, с которыми вы чем-то вместе занимаетесь. Может быть, это группа, одноклассники ваши. И, конечно, это друзья. Поэтому от друзей будет зависеть тоже какие-то новости. Вы будете получать или с друзьями будете много общаться. Вот прям как будто начало апреля – это вот какая-то поддержка со стороны близкого окружения, знакомых, друзей. Меркурий, опять же, напомню, в 11-м доме гороскопа, а это дом, связанный с интернетом, социальные сети. Поэтому, может быть, кто-то из тельцов будет покупать что-то, договариваться, какие-то сделки, купли-продажи через интернет вести. Или вы будете покупать что-то в автомобиль, или вообще сам автомобиль будете покупать, через интернет смотреть, потому что Меркурий символизирует у нас транспорт. Или продавать будете автомобиль, или что-то связанное с автомобильным бизнесом будете продавать через интернет. После 7 числа вы сможете найти новых клиентов. Еще хорошее время встретиться с братом или сестрой и помочь что-то решить, какие-то вопросы, в том числе связанные с какими-то документами, или обсудить какие-то очень важные новости, которые вы откладывали, можно вот после 7 числа. Но опять же, Меркурий будет в знаке зодиака Рыбы, а это то, что у вас внутри, то, что вы внутри себя держали все это время, вот после 7 апреля это может прорваться. Поэтому, пожалуйста, дорогие тельцы, если все-таки вы хотите с кем-то о чем-то договориться, постарайтесь внутри себя настроить диалог. Постарайтесь сказать человеку то, что вы давно хотите, в какой-то конструктивной, нормальной форме, чтобы вас поняли. Это будет очень важно. Затем, 13 апреля, планета Венера, планета любви, планета, которая управляет вашим знаком, дорогие тельцы, планета денег, планета комфорта и уюта, вообще самая классная планета, я ее люблю. Она переходит тоже в 11-й дом гороскопа. Поэтому здесь, возможно, будут какие-то деньги. Вы будете получать деньги через интернет, через социальные сети. Может быть, у вас свой интернет-магазин. И после 13 числа либо какие-то продажи у вас появятся, больше продаж, или новые клиенты могут прийти. Или вы будете вкладывать деньги в какой-то онлайн-бизнес, в интернет. Может быть, вы будете обучаться чему-то в удаленном формате и будете покупать какие-то курсы или какого-то репетитора вы будете просить, чтобы с вами позанимался, и тратить на это деньги, вполне возможно. Еще это может проиграться как возврат долгов от ваших друзей, от знакомых, от людей, с которыми вы занимаетесь чем-то вместе. Опять же, это бизнес может быть, или обучение чему-то, вам могут деньги вернуть, или подарить деньги кто-то захочет после 13 апреля. Еще, конечно, как я говорил, Венера символизирует у нас любовь. Поэтому кто-то из вас, тельцы, либо влюбится в коллегу, либо будет какая-то встреча с человеком, с которым вы дружили или дружите, и это перерастет на какой-то новый уровень доверия. Или это будет влюбленность, когда вы пойдете в какую-то компанию. Может быть, после 13 числа вы пойдете в гости и там познакомитесь с каким-то человеком, с которым вот что-то завяжется, какая-то симпатия у вас может возникнуть.
Еще, конечно, 11 дом гороскопа, в котором будет Венера и Меркурий, в том числе, это мечты, это планы на будущее. Поэтому, возможно, кто-то из вас будет откладывать деньги на то, чтобы реализовать свою мечту, свои планы какие-то, которые у вас созревали, но вы, может быть, ни с кем не делились этими планами. И вот вы будете куда-то смотреть в будущее после 13 числа или искать людей, которые вам помогут, чтобы реализовать то, что вы хотите. Тельцы, это потрясающе. Вообще, начало апреля у вас Меркурий, Венера в 11 доме, ну, замечательно. Вот просто вот смотрите на возможности и хватайте их. Далее, 16 апреля планета Меркурий, опять же, планета договоренности, коммуникаций, переходит в ваш 12 дом гороскопа. И вот здесь захочется сразу что-то в чем-то поставить точку. После 16 апреля вы захотите резко что-то обсудить и сразу что-то заключить. Либо контракт подписать, чтобы вас больше не трогали. Продлить, может быть, что-то. Или закрыть какой-то проект вы захотите сразу, не откладывая на потом, потому что Меркурий будет в Овне, а это резкая энергия, это быстрая энергия реакции, это быстрые слова, быстрые договоренности, некогда откладывать. Поэтому после 16 числа вы захотите вот в чем-то поставить точку, причем вот чтобы это больше не тяготило вас. В каких-то вопросах, которые тянутся за вами. Вот вы захотите с кем-то встретиться, что-то обсудить и в чем-то поставить точку после 16 числа. Это хорошее время для того, чтобы отправляться в места изоляционные, там, где вас никто не трогает. То есть, может быть, вы будете планировать какую-то поездку в места, где вы одни, чтобы немножечко отдохнуть от социума, от людей, чтобы вас никто не трогал. Вот после 16 числа может появиться такая вот идея, такое желание у вас. Вот куда-то уединиться. Еще что хочется сказать. Очень важно после 16 числа не проболтаться никому о своих тайнах и секретах, потому что 12 дом символизирует секреты, а Меркурий в Овне будет усиливать нашу активность в общении. Вы можете кому-то что-то рассказать. И, в принципе, потом задумайтесь, а надо было это говорить этому человеку или надо было промолчать. Поэтому просто следите за тем, чтобы не разболтаться, дорогие тельцы, не разболтать то, что не нужно никому говорить. Еще 12 дом гороскопа символизирует у нас внутренний мир, наше внутреннее состояние. И здесь захочется либо куда-то обратиться к каким-то специалистам, это может быть психолог, это может быть йога, медитация какая-то, либо вы будете слушать каких-то блогеров, чтобы себя исправить или какую-то привычку, знаете, избавиться от какой-то привычки захотите и будете, может быть, читать, как это сделать. То есть своими руками, как мне избавиться, перестать там много кушать, сесть на диету, к примеру. Вот это будет тоже, возможно, вас тяготить, дорогие тельцы. 18 апреля планета Марс переходит в ваш 4 дом гороскопа. Планета Марс — это планета активных действий, решительности, риска даже в какой-то степени. А планета будет в 4 доме. А 4 дом — это жилье, там, где вы сейчас проживаете. Поэтому, возможно, кто-то из вас затеет ремонт или захочет что-то купить в дом. Или, может быть, у вас даже созреет мысль переехать после 18 числа. Кто-то, может быть, из вас будет на чемоданах или собираться в какую-то поездку вы будете после 18 числа. Причем так быстрее, скорее нужно это все сделать срочно-срочно. И еще, возможно, у вас появится возможность или желание посетить дом, в котором вы родились. Отчий дом, к примеру. То есть вы захотите поехать к родственникам по 4 дому. Это может быть мама, или мачеха, или бабушка, или тетя. Может быть, вы захотите их увидеть, поедете к ним после 18 числа. Еще это может проиграться как вопросы, связанные с недвижимостью как таковой, то есть продажа недвижимости, покупка недвижимости, аренда недвижимости. Вот вы можете решить какие-то вопросы либо с семьей, либо единолично, то есть как-то вот вы захотели переехать, взяли и переехали. Вот может такая энергия проиграться. Еще 4 дом — это дом защиты, безопасности, опеки над кем-то. Вы можете кому-то начать помогать, причем очень активно, кому-то из родственников. Вы можете почувствовать, что без вас человек не справится. Без вас не справится ваша мама, к примеру, и вы будете активно помогать, условно, знаете, брать за руку и вести за собой. Может так проиграться Марс.
19 апреля солнышко переходит в ваш знак зодиака, дорогие мои. И здесь я хочу что сказать. Во-первых, поздравить всех тельцов, потому что когда солнышко переходит в ваш знак, начинается наконец-то ваш период дни рождения, дорогие мои. Поэтому я вас поздравляю. 19 апреля солнышко в вашем знаке. И здесь все для вас, дорогие мои. Это и внимание в вашу сторону, это и подарки. Солнце, оно будет освещать вас после 19 числа, поэтому больше людей захотят с вами встретиться, пообщаться, что-то обсудить, о чем-то договориться. Хорошая энергия будет у вас на то, чтобы вкладывать что-то вот в свои способности. Может быть, деньги будете вкладывать в свои способности, или могут прийти какие-то идеи новые вам после 19 числа, как себя реализовать, или вы поймете, кем вы хотите стать, или, может быть, у вас сейчас есть запрос, кем пойти работать, и вот после 19 числа вы можете прям вот озариться как будто какой-то идеей. Поэтому просто получайте комплименты, дни рождения, конечно же, и будьте открыты миру. Возможности будут у вас, какие-то новые возможности изменить свою жизнь у вас появятся. Солнышко всегда придает возможности. Самое главное их увидеть и зацепиться. Ну и 30 апреля, конечно, планета Венера переходит в 12-й дом гороскопа. Она прям следом идет за Меркурием. А планета Венера — это планета, которая управляет вами, вашим знаком зодиака. Ну и, конечно, она дарит нам деньги. Это планета финансов. Поэтому здесь, возможно, после 30 числа либо вам вернуть долги, либо вы захотите закрыть какие-то долги, свои кредиты, к примеру, какие-то долги вернуть кому-то захотите, или вам будут дарить деньги. У вас все-таки день рождения, дорогие мои, поэтому ждите какие-то подарки в виде денег, или какие-то подарки в виде каких-то драгоценностей, или вещей, которые вот вам нужны, которые вам очень требуются. Венера предоставит вам такие подарки. Еще это хорошее время, чтобы после 30 апреля вкладывать деньги в психологическое состояние, то есть в ментальное здоровье, то есть покупать какую-то литературу, которая поможет вам как-то себя изменить. Еще Венера — это, конечно, любовь, это романтика, это все, что связано с делами сердечными, поэтому в вашу жизнь могут вернуться ваши бывшие партнеры после 30 апреля. Или ваша помощь потребуется, и без вас не справляются. Или вас может зажечься какое-то вот внутреннее, знаете, желание срочно встретиться и вот прям посидеть, пообщаться с партнером, с которым вы жили вместе. Либо как-то в социальных сетях будут попадаться какие-то фотографии вашего бывшего партнера. И еще это может быть симпатия, очень такая тайная. Вы можете после 30 числа кому-то начать испытывать чувства, но это будет ваш секрет. То есть никто об этом не узнает. 12-й дом — это секрет, это внутренний мир наш. А Венера, она может вот такие, знаете, делать нам иногда фокусы-покусы. То есть мы можем влюбиться и никому об этом не говорить. Вот будьте, пожалуйста, поаккуратней, чтобы она все-таки не наломала вам дров, как говорится. Ну и, конечно, это планета уюта, комфорта, а 12-й дом — это дом уединения, поэтому это хороший период после 30 апреля, дорогие тельцы, отправиться в места, где вы можете отдохнуть от всех. Это может быть дача. Собрались, поехали и отдыхаете. Либо с семьей, с людьми, с которыми вам хорошо и комфортно, либо одни, потому что вам нужно будет немножечко, будет как-то перезагрузить себя даже, возможно. Потому что 12-й дом — это дом, который дает нам возможность что-то завершить перед тем, как перелистнуть страницу и начать что-то новое, что-то впустить в свою жизнь новое. Поэтому, если вы планируете или запланируете какую-то поездку после 30 апреля именно для того, чтобы набраться сил, у вас все получится. Держу за вас кулачки. Дорогие тельцы, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и обязательно пишите комментарии. Благодаря вашим комментариям видео продвигается. Хочу пожелать каждому из вас в апреле месяце найти вот эту поддержку со стороны друзей, коллег, единомышленников. Она вам очень потребуется в начале месяца. А после середины апреля, конечно, дни рождения ваши начинаются. Поэтому здесь хочу вам пожелать крепкого здоровья, чтобы все ваши мечты исполнялись, чтобы было много-много денег. Ну и, конечно, реализуйте себя. Никогда ничего не бойтесь. Идите только вперед и не смотрите в прошлое. Из прошлого мы берем только опыт для того, чтобы улучшить наше сегодняшнее настоящее. Увидимся с вами совсем скоро. Всем до свидания.